そうですね。はい。В конце 60-х компания Kawasaki намеревалась выйти на рынок с новейшим четырехцилиндровым четырехтактным мотоциклом, объем которого составлял тогда востребованные 750 кубических сантиметров. Однако Honda их опередила и вывела свой бестселлер CB750, который вмиг стал очень популярным. В Kawasaki решили не рисковать и отложили производство этого мотоцикла, поставив ставку на более мощный Kawasaki Z1, который впоследствии стал успешной моделью компании в первые же полгода производства. Как раз это и заставило Kawasaki вспомнить о младшей модели, и в 1973 году был представлен Kawasaki Z2 750 RS, о котором и пойдет речь далее. Ирония в том, что большая японская четверка мотопроизводителей, у которой была огромная жажда господства по всему миру, в те года была ограничена внутри своей страны довольно консервативным пределом по объему двигателей у мотоциклов. Он составлял как раз 750 кубических сантиметров. То есть все мощные навороченные мотоциклы в те года шли чисто на экспорт, лишая собственных покупателей самых передовых мотоциклов тех времен. Именно поэтому в Японии до сих пор ездят и очень ценят свои большекубатурные мотоциклы тех лет, так как не было возможности их оценить во время продаж. Выпустив Kawasaki Z2 750 RS в бой с CB750, Kawasaki не могли предположить, что их модель мгновенно станет успешной и опередит по продажам CB750 аж на 9%. А все потому, что в Kawasaki смогли предложить достойного конкурента бестселлеру от Honda по более низкой цене. На внутреннем рынке за Kawasaki Z2 750 RS просили 418 тысяч йен. Плюс, конечно, роль сыграли и характеристики. На всех рекламных буклетах фигурировала максимальная скорость в 200 км в час, что по тем временам для 750-ки было весьма дерзко. А четверть мили он преодолевал всего за 12,5 секунд. За первые полгода было построено 3611 единиц Z2, которые разошлись как горячие пирожки.はい。И все это благодаря двигателю модели, который представлял собой четырехтактный четырехцилиндровый агрегат с двумя распредвалами в головке цилиндров и воздушным охлаждением. Рабочий объем двигателя был равен 746 кубическим сантиметрам. Диаметр цилиндра составлял 64 мм, ход поршня 58. Максимальная мощность силовой установки была равна 69 лошадиным силам, которые снимались на 9000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент составлял 58 ньютон-метров на 7500. За питание отвечали 4 26 мм карбюратора Mikuni. Мотоцикл обладал пятискоростной трансмиссией с цепным приводом. Тормоза, как и у старшей версии, передний дисковый тормоз, сзади барабан. Сухая масса мотоцикла 230 кг.
Внешне мотоцикл был практически копией легендарного Kawasaki Z1, включая шикарную выхлопную систему 4 в 4, что естественно было большим плюсом. Даже буквы в названии на мотоцикле были такие же, как и у Z1. Кстати, эта модель одна из немногих официально имела несколько названий, чаще всего его называли Z2. Также вполне допустимо называть его и 750 RS, либо как в нашем случае Kawasaki Z2 750 RS. 1975 год стал последним годом производства, после чего модель была заменена на Kawasaki Z750F.